Всем привет! Сегодня делаем хрустящий куриный попкорн. Смотрите, берем 500 грамм куриного филе и полностью все мясо нужно будет постараться нарезать на более-менее равномерные кубики 2 на 2, 2 на 3 сантиметра. Не старайтесь их сделать слишком большими, лучше они пусть будут меньше. Полностью все нарезанное мясо кубиками отправляем в отдельную глубокую тарелку. К мясу добавляем 1 чайную ложку без горки черного молотого перца, 1 чайную ложку без горки соли. Затем берем минеральную воду, сильно газированную, и вливаем в эту тарелку примерно 100-150 мл воды. Дальше берем ложку, очень хорошо все перемешиваем, таким образом, чтобы соль, перец равномерно распределился по мясу и полностью все мясо было хорошо покрыто водой. Отставляем это все на полчаса в сторонку, воду с мяса никуда не сливаем. Посмотрите, вода как будто бы впитается в мясо. Смотрите, прошло 30 минут, вода как будто бы впиталась в мясо, видите, ее здесь почти не осталось. Если же у вас останется немножко больше воды, ничего страшного, ее сливать не нужно. Затем сюда в тарелку нужно будет добавить 3,5 ложки кукурузного крахмала. Можно добавить муку, но с мукой не будет хрустящим, а будет жестким. Добавляйте кукурузный крахмал. Далее добавляем 1,5 чайные ложки сладкой паприки. Если любите очень острое, вместо паприки лучше добавить красный перец. Еще сюда нужно вбить 1 куриное яйцо, ну а в самом конце добавляем 2-3 чайных ложки обыкновенных кунжутных семечек. Берем ложку или можно руками и очень хорошо все перемешиваем, так чтобы полностью все в тарелке равномерно распределилось между всеми кусочками мяса. Ну и вот как-то так у вас должно будет все получиться. Ну а дальше, друзья, нам понадобится кукурузная мелкая панировка. Берем вот так ее в большую тарелку, делаем равномерный слой и отправляем 5, 7, 8 кусочков мяса в эту панировку. Сколько за раз кусочков мяса отправлять в панировку будет зависеть от той емкости, в которой вы их будете обжаривать. Итак, дальше вот эти все кусочки мяса нужно будет очень хорошо обвалять в кукурузной панировке, так чтобы оно было покрыто со всех сторон. На плиту заранее нужно будет установить кастрюльку, налить в него подсолнечного масла, на маленьком огне все хорошо разогреть и полностью все вот эти вот кусочки мяса отправляем в кастрюльку для того, чтобы они обжарились. Обжаривать все нужно будет примерно 3 минуты. Ну и после того, как вы отправили все мясо в кастрюлю для обжарки, его нужно будет хорошо перемешать, чтобы в кастрюле кусочки мяса не послипались. После того, как пройдет примерно 3 минуты, как мясо будет обжариваться, вы увидите, что оно повсплывало кверху, стало как будто бы легким. Но смотрите, за временем жарки вы должны будете следить по своей плите, потому что я не знаю, какой маленький огонь вы у себя сделаете. Возможно, вы сделаете его чуть больше, либо чуть меньше, от этого будет зависеть время обжарки. Самое главное, чтобы ваши кусочки мяса не почернели. Обжаренные кусочки мяса достаем в отдельную тарелку для того, чтобы с него сбежало лишнее подсолнечное масло. Ну и точно таким же образом делаем полностью все оставшиеся куски мяса. Ну а по итогу, друзья, получается вот такая вот большая тарелка необычного, очень вкусного куриного попкорна. Получилось не так, как хотелось. Если бы были все вот такие красивые кусочки, было бы намного красивее. Ну а так, если делать для себя, обалденное блюдо. Делайте, пробуйте, и я уверен, что вы останетесь довольны после такого блюда. Если вам понравился такой ролик, обязательно поставьте лайк, поделитесь им с друзьями, оставляйте комментарии со своим мнением. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!